Всем привет! Я нахожусь в городе Анапа, и отсюда начинается наш веломаршрут в первом в этом году походе. Из Анапы мы поедем по пешеходной тропе вдоль моря до села Сукко. Дальше начинается заповедник Утриш. Так как он закрыт для прохода и проезда, то мы его будем объезжать по лесной дороге и дальше спустимся в Дюрсо. Там будет наша ночевка. Во второй день мы поедем в Абрау-Дюрсо, затем сначала по лесной грунтовой дороге, потом по асфальту в Мсхака. Оттуда уже рукой подать до Новороссийска. Мы поедем через город по набережной к вокзалу. И там конец маршрута. Вот наш первый подъем. Выехали за пределы Анапы. Я уже самая последняя. Мы в пути уже почти 16 километров. Набрали 380 метров. И это была полная жесть, потому что очень крутой набор. Практически вот с побережья на самый верх. Остановилась передохнуть. Вся группа уже далеко впереди. Одна я тут сзади еду, телепаюсь. Чуть пытаюсь снимать. Пока едем по такой тропе, приближаемся к поселку Варваровка. Для меня это выезд раскаточный, считай, первый в этом году. И до этого я не ездила год, а то и два. Поэтому неудивительно, что я плетусь сзади, остальные уже раскатанные. Отсюда кажется, что вроде бы какой-то небольшой набор. Всего-то поднялись вон с набережной наверх. Сейчас спустились. Но тем не менее, 2 часа это все заняло. А сколько сил! Вау, смотрите, какая красота. А вот наша тропиночка. И пошла вверх. Подъем крутой. Страсти какие. Хоть бы не ушуршать туда. Лететь так-то долго. Приближаемся к поселку Сукко. Юху! Выбрались на асфальт. Наконец-то. Вот с такой дороги. Все, подбираемся к Сукко, где будет обед. А вот и место нашего обеда. Кипарисовое озеро. Направо. Приехали в долину Сукко. Вот озеро и пляж. Здесь, видимо, будут обустраивать навесы. На катамаране можно прокатиться по озеру. Закончился обед, и мы выдвинулись на вторую часть маршрута, которая обещает быть, по-видимому, еще тяжелее, чем первая, а времени на самом деле в обрез. То сейчас, например, уже 2 часа с копейками. То есть у нас до захода солнца остается максимум 4 часа. Это, конечно, очень мало, с учетом того, что мы сейчас будем ехать по лесу. Поэтому нужно торопиться, а торопиться сил нет. Поэтому, чувствую, остановимся. Мы ночевать там, где остановимся. По идее, мы должны объехать Утриш
Суть в чем? Обычно мы ехали напрямую через заповедник Утриш, но нынче он закрыт, и ездить туда нельзя. Вроде как можно будет потом ходить, если наймешь гида, но велосипедистам вход запрещен. Поэтому мы разработали маршрут в обход этого заповедника. Это лишние, километров 30. Плюс набор высоты там также больше, чем через заповедник. Вот. План был прекрасен, пока мы не поняли, что мы не успеваем немножко. Потому что, по ночи кататься не кайф, а вариантов других не остается. If you were church, I'd get on my knees, confess my love, I'd know where to be, my sanctuary, you're holy to me. If you were church, I'd get on my knees. В общем, началось все затравие, а заканчивается как обычно. Вот наша супердорога превратилась уже в эту тропочку, и неизвестно, будет ли эта тропочка через километр существовать. Только отъехали по тропинке. Здесь вот такая беседка шикарносная. Большая. Ну что вы, ребят? Ты злодей, что ли? Беседка называется «Дикий дом». Мангал. Картошечка даже есть. Подкрепиться усталым путникам. Наш хайвей превращается в какой-то второсортный хайвей. Мы хотели объехать эту лужу, но там тупик. Будем надеяться, дальше получше дорога. Подъехали к развилке. Прямо это через заповедник, в который вход запрещен. Поэтому, если нас там поймают, будет та-та-та. Налево это объезд, много километров, в горку, но свободный проезд. Приехали к границе заповедника. Пока что так. Шлагбаум. Уже 5-й или 6-й такой брод. Выехали только что из заповедной зоны. И в целом минут 20 минут заняло проездка по этой территории. Встретили каких-то людей, поругали нас, сказали, что это вы нарушаете. Мы сказали, извините. Вот, вроде бы они за нами не гонятся. Больше так не будем. Но заповедник нужно открыть для людей. Особенно таких честных, добросовестных и за собой убирающих мусор, как мы. Вот это сейчас перед нами лучший вариант заповедной этой дороги. Это уже за границами заповедника, но тем не менее. То есть она проезжабельная, относительно ровная. То есть сейчас, считай, асфальт, скажем так. Но, к сожалению, именно такая ровная дорога не часто. В основном вверх-вниз, всякие броды бесконечные через речки. И в целом поваленные деревья, камни. Все это препятствие. 20 минут. Не идем, оттащимся. Дорога лучше не становится. Смотрите. Все время вверх ехать по-прежнему невозможно. 17:23, и мы до сих пор премся по этой дороге в Юру. Конца края не видно. Успеем ли затемно? Большой вопрос. Чудная дорога. Зашибись. Хорошая. Ты уклончик покажи. Чего?
По этой дороге подняться нереально. Это вообще не дорога, это, блин. Река здесь, наверное, когда-то давно была. Ну это гора. Это гора Ахун. Гора. Только маленькая. Ахун? Ахун. Ахун тебя так перестал. Ахун, Ну поехали. ладно, давай. Хорошо бы сейчас сосчитать, сколько километров я проехала, а сколько прошла. 19:45 времени. Как видите, кромешная тьма. И меня совсем не видно. Я в лесу. В общем, 4 человека из группы до сих пор спускаются по лесу. Уже ничего не видно. Уже идем пешком. Еще километров 10 до поселка Дюрсо. Один участник сломал велосипед. Поэтому как-то так. Еле плетемся. Надеюсь, часа через 2 мы все-таки доберемся до поселка. Я выехала наконец из этого леса и поехала по нормальной дороге. В нем мой край, мой странный край, далекий путь, желанный рай, тот путь, который мной пока еще не обретен, Что уже не сбылось, отболело порою сотни. Именами вершин покоренных отмечены годы, и не нам их с тобою менять на грядущие дни. Там дела, как дела, то порог, то скала. Там ночами в палатке свеча не дает нам уснуть. Там гора, как гора, там река, как река. Хозяин, блин. Какого выгоняют? А он пока все наши сумки не проверит, он не успокоится. Доброе утро и Христос воскресе! С праздником Светлой Пасхи вас, друзья! Итак, утро второго дня. И сегодня у нас опять полномасштабные генеральные планы на целый день. Вчера, конечно, очень вымотались. И так как мы уже по ночи приехали в наш лагерь, то рассказ будет очень сумбурный. Поэтому сейчас коротко расскажу, что же было вчера. Вообще первоначальный план был выехать из Анапы и переехать на Новороссийск через заповедник Утриш. Но непосредственно перед самым выездом выяснилось, что заповедник закрыт и для посещений, и для проездов на машине, на велосипеде и так далее. Закрыт совсем. Даже разрешения получить нельзя. Поэтому мы разработали новый маршрут в объезд заповедника. Вроде бы как там были какие-то нарисованные дороги. По факту оказались эти дороги вообще непроезжабельные, они максимум проходибельные налегке. В общем, попали мы конкретно. Но возвращаться уже тоже смысла никакого не было, поэтому кое-как, забравшись непосредственно к началу заповедника, так мы перли эти велосипеды с баулами на себе. Ну и, соответственно, потом у нас прокол был колеса и так далее, какие-то мелкие поломки, все это медленно. И вот нас, 4 человека, вернулось уже затемно к поселку Дюрсо. Вот, поэтому ничего поснимать не удалось. Сразу с старта нашей ночевки начинается крутой подъем вверх. Группа растянулась. Я частично то иду, то еду. После вчерашнего дня все равно чувствуется усталость, поэтому темпы оставляют желать лучшего.
chance, just one breath, just in case there's just one left. 'Cause you know Наконец начался спуск. Слава богу, я дожила до этого момента. Я вам так скажу, этот маршрут совершенно не подходит для раскатки. То есть нужно ехать туда уже подготовленным. Постоянно горочки, горочки. Так я стал показывать. Знал бы. Катуны мы. Вот так вот, потому что такие дорожки. Выехали на хребет, и здесь вот такие горочки пошли. Сегодня более ветрено, чем вчера, и ветер как раз встречный. Новый этап нашей дороги. Опять вот такая порода и уклон. Ну, на любителя. В общем, я не знаю, если спускаться по этой дороге на соответствующем велосипеде, то, наверное, круто. Но наш байкпакинг к этому вообще не предрасположен. Д дорога, а асфальт. Вообще сложно что-то комментировать. Идем пешком, идти еще черти куда, и уже полдень, даже больше, уже к часу близится дело. Спустя пару часов того ужасного подъема, наконец спуск, и спуск приличный. Сперва по лесной дороге, теперь просто по проселочной дороге подъезжаем к какому-то садоводческому товариществу. Теперь такая дорога. Отлично, идеально просто. Город Новороссийск. Внизу стоит. Помните, какой был у нас подъем сюда? Так вот, начался не менее интересный спуск. Примерно такие же ступеняки, только теперь вниз. Выехали на трассу из леса. Теперь сейчас будет, по идее, спуск в Мысхака. Около 8 километров. Мы прибыли в город Новороссийск. И на этом наше путешествие заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока!